Хотел поделиться некоторыми мыслями по поводу быстрого рисунка, и я их вывел 5, и сейчас расскажу, расскажу. Их 5. И первое, это и самое главное, вот это прям определяющая штука. Рисовать быстро значит рисовать много. Если вы не согласны с этим тезисом, то welcome куда-нибудь в другое место для того, чтобы ловить всякие инсайты по поводу рисования. Если вы рисуете много, вы автоматически начинаете рисовать быстро, потому что оптимизация, оптимизация, это стопудово, это без вариантов. Вы ищете, каким образом сгладить углы, как найти вот какие-то эффектные штуки, которые потом повторяете из раза в раз. И это история, которая умножается. Рисуете много, будете рисовать быстро. Это неизбежно. Много практики, много подходов, и, само собой, даже если прям очень не сильно затыкаться в какие-нибудь обучающие процессы, вырисуется и эстетика, плюс-минус, если у вас есть, например, насмотренность, и техника какая-то будет, гораздо быстрее процесс пойдет, если все-таки опираться на какую-нибудь художественную традицию. В общем, рисовать нужно много. Как рисовать много? Например, вот так. Ой, упал. Есть второй. Всегда с собой. Берешь и на листике на любом рисуешь. Всегда у тебя. О чем думаешь, то и рисуешь. Что у тебя есть в голове, то и рисуешь. Вообще без разницы. И рисунки просто все. Можно в мусор, без проблемы. Их должны быть просто сотни тысяч. Тогда все срастется. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь. Меня зовут Эдуард Кичигин. Внизу в описании к видео много видеоуроков по рисованию в стиле моей графики. А если вы экономите свое время и хотите прям четко по алгоритму, по структуре пройтись по моему типу рисунка, то внизу подписка на Boosty сервис. Там платная подписка, 400 рублей в месяц всего. И там я прямо рассказываю про свою графику и показываю, как можно прийти вот в эту красивую историю. Пункт второй. Оптимизация от количества усилий, от скорости и от количества подходов, потому что скорость стопудово переходит в количество. Количество переходит в качество. Это вот такая дорожка, где прям ваши, как левелы начинают расти, потому что вы делаете результат. Результат, практика, и вот это все переходит в правильную, хорошую историю. И в итоге, если вы хотите себе оптимизацию, то вы делаете увеличение количества приводит к увеличению скорости и количество приходит к увеличению качества, и происходит оптимизация процесса. Вы прямую линию понимаете, как лучше делать, и вот это понимание, как лучше делать прямую линию, переносите на все другие свои рисунки. Научились одну штуку делать, вы уже хорошо ее делаете в следующих рисунках и оптимизируете другие варианты, другие моменты рисунков. Важно, чтобы не запариваться сильно с этим, идти по такой простой истории. Маленькие простые рисунки. И подход. Тогда это все срабатывает. И количество переходит в качество. И вот эти все маленькие паттерны, штришки, рисунки, они потом складываются в большой работе, как простые естественные движения вашей руки. И все говорят: вот, тебе дано, а нам не дано. Тебе легко, а нам тяжело. Вот так это все происходит. Подход. Скорость, количество, качество. Все логично. Как в спорте, как в тренировках. Есть большой смысл прорабатывать в рисунке, например, только акценты. Вы берете и делаете быструю зарисовку. Чтобы понять, какие быстрые зарисовки делать, смотрите, у меня плейлисты есть по простым рисункам, про рисунки по срисовке, там всякие такие штуки. И делаете какой-то рисунок, но не делайте его большим и сложным, делайте просто проработку одного из моментов, одного из акцентов. Например, смотрите, домик длинный, да? Очень большой длинный домик. Проработан колоннами дорического ордера только центр, а все остальное вот такое немножко стилизованное, чуть стилизованное. И также вы поступаете, рисуете лицо, например, прорабатываете только глаза, и это будет драматично, или губы, это будет прям секси, или рисуете дерево, прорабатываете несколько листочков, одну веточку и на ней акцент. Рисуете домик, прорабатываете один из оконных или дверных проемов. И это будет драматично, эффектно и правильно. Вы будете делать больше рисунков за меньшее количество времени, не убьете, не передержите это все, не перегрузите. Рисунки будут легкими, воздушными, чистыми, быстрыми, эффективными, эффектными. Да.
И очень-очень-очень важна в этой всей истории быстрого эффектного рисунка минимизация, минимизирование и обобщение. Вот это вот вся большая структура, ее нарисовать невозможно. Ну или вы там прям убьетесь на этом невероятно. Вот это все, миллион листиков, детализировать их, нарисовать все в моей картине мира нереально. Кто-то может, кто-то делает там фотореализм, но это не моя история. Я думаю, это все большие массы, большие формы, которые можно нарисовать общим контуром и задеталить там немножко. И это перекликается с предыдущим советом. Ну, вот таким образом, если поступать, то все будет просто. Если вырисовывать каждый листик, то это... Как это возможно? Вон там прямоугольная структура, например, окно, это линия, линия. Там дальше линия, линия. Это два прямоугольника, соединены небольшими линиями такими, и на них расположены тени. Если вот так вот рисовать, то это все просто. Если вырисовывать каждый вот этот вот камушек, каждую вот эту вот штучку, закорючку, каждую палочку там железную, то это с ума сойти. Ну, это вообще другой путь. Поэтому минимизирование и обобщение. Берете большую форму, видите домик, это кубик, это параллелепипед, это прямоугольник. Вот это такие большие, мягкие, бионичные формы. Ну, как их рисовать подробно, про ландшафтный скетчинг у меня там в сервисе Boosty есть уроки. Вот, упрощайте себе жизнь. Иначе, чтобы это ни было драматично, да. Еще одна супер полезная штука – это наработанная декоративность. Очень много в мире вот таких вот маленьких моментов, которые можно рисовать очень условно. И это маленькие элементы декора. Например, листья – это такой паттерн. Ну, я по-различному, например, рисую листья. У меня можно посмотреть в описании к видео. И на сервисе Boosty я даю вот паттерны вот таких вот рисования листьев. И вот эти вот маленькие штучки, которые дают большую декоративность в вашей работе. Нарабатывается рисование декоративности в домиках, нарабатывается в листве, нарабатывается в людях, там элементы одежды или еще что-нибудь. И это такие простые штуки, которые переходят из рисунка в рисунок и постоянно улучшают их. И пользуясь вот этими маленькими штучками, принося их к тем вышеперечисленным принципам, про которые я уже проговорил, можно добиваться вот такой вот эффектности работы и быстро, просто хорошо. То есть это такая прям система-система. И система, ну, довольно простая и симпатичная, как классичная архитектура за мной позади. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин, и уроки по моей графике внизу, бесплатные в описании к видео, там куча плейлистов, и платные, там все четенько на сервисе Boosty. Практикуйте, рисуйте и прям живите в этом прекрасном мире. Всем чао-чао, хорошего дня, пока!